Так, всех приветствую. Сегодня я решил начать проходить Quake 2. Вот. Ам, Как бы решил немножко отдохнуть от Кваки, другой Квакой. Ну вот. Плюс у меня было желание очень сильное пройти оригинал второго Квейка. Ну, имеется в виду именно оригинальная версия, не ремастер, который вышел 3 года ранее. Ну вот. Хоть я, конечно, для него там кучу карт понаделал, всякого такого стафа. Вот. В принципе, я вначале, конечно, начну сразу же. Мы будем проходить на харде. Сейчас будет заставка. Я помолчу. Speech as these brave soldiers took the fight to the Strobe's home planet. We, the rest of humanity, wish them luck and Godspeed as well. Mother Goose, this is Red Leader Alpha Charlie 417. Gotcha on the scope, Red Leader. See that big bad dust ball up ahead? Mother Goose. Target is acquired. Heading towards nav point, X-ray Lima 7. Alright, Bitterman, you are in the green and ready to go. Shit, what was that? Command, I got a problem here. Some cowboy clipped me on the way in and pressure's 50% and dropping. Copy, Bitterman. Your stats are nominal, but proceed to designated target LZ. We'll see what we can... Holy shit! Bitterman! What the hell's going on? We just lost a third of the platoon just as they cleared Sector 9 X-ray. We got a visual on the AA discharge. Negative, Command. I'm approaching 9er X-ray right now, and there's no heat from the ground. They're coming at me from all angles! Across the board around 10 seconds ago. Damn it! They've got a low freak EMP down there. Hitting clip just saved your ass, Marine. I just lost all readings from the rest of the platoon. Try and get to the primary LZ and rendezvous with any other squad leaders you can find. Shit! Just overshot LZ, Command. Command, you copy? Hives, this thing is a brick! I have no flight control! Repeat, no flight control! I'm south of LZ nearing the southern structure! Ready for crash landing! Command, coming up! Copy! Command! I have no flight control! Так, ну что ж, вот и игра начинается. Ролик прошел. Вот. Кстати говоря, мне немножко кажется, что игра, она такая слишком громкая, меня еле слышно. Вот. Вот оно начало. Так, значит, посмотрим цели. Да, здесь в отличие от Quake первого есть цели. Primary Objective, Establish Communication Link to Command Ship и Locate Base Installation Elevator. Ну, цель одна, а 19, получается, врагов и 3 секрета. Вот. Такие дела.
Блин, что-то много говорят. Вообще. Буду записывать сериями где-то по, не знаю, по 30, по 40 минут, потому что мне не хочется как-то, типа... не хочется делать все отдельным лонгплеем. Во-первых, это слишком долго. Во-вторых, ну, долго заливать на YouTube. Во-вторых, как бы, ну что, видео короткие по 30 минут, в принципе, нормально. Там по 30-40 минут. Можно спокойно посмотреть. Вот. Такие дела. Кстати говоря, у меня пиксельный лук. То есть у меня... выключена текстурная фильтрация. Вот. Такие дела. Ну и, кстати говоря, это даже в катсцене было видно, потому что, я не знаю, с этим пиксельным луком катсцена, кстати, выглядела еще более ностальгически. Вот. Ну да ладно. Играем мы за чела по имени Битерман. Мы упали в какую-то непонятную базу. Outer Base называется уровень. Вот, это еще вот как бы первый юнит, первый уровень первого юнита. Вот. В принципе, ладно, начнем. Там по ходу пьесы я буду говорить что-то интересное по игре. Кстати говоря, я играю на порте Yamagi Quake. Просто мне кажется, он самый такой хорошенький для сингла. Вот. Так, сейчас надо вспомнить, как приседать на C. Crouch here. Ну, даже тут меня учат. Только не говорят, какую кнопку зажимать. Вот. Так, вот тут сидит супостат первый. Нет, не тут. Вот тут, вот за этим углом. Да, вот он. Мы его убиваем спокойно. Вот. У нас пока есть только бластер. Вот. Все взрывается, что-то летит. Ну, мы чисто как этот... мы чисто лазутчик такой. Упали сюда. Здесь какой-то обрушившийся лифт. Вот. Там еще супостат один. Пока что такие лоу-тир враги будут. Ну вот. Да, лоу-тир враги. Там, опять же, по ходу уровней будут враги усиленные появляться. Вот. Так, вот нам шотганчик дали. Кстати, вот интересная штука. Заметьте, в оригинале оружие достается очень медленно. Иногда это прям критически важно в какие-то моменты, что типа надо оружие поменять во время боя, блядь, Битерман их меняет очень медленно. В ремастере это пофиксили, там немножко как-то увеличили эту скорость смены оружия. Вот. Такие дела. Так, вот здесь у нас первый breakable. Так, и вход в местную канализацию. Да, сейчас будет тяжело привыкать мне, потому что приседание на S в ремастере у меня на Shift забиндено. Но, в принципе, это тоже православно довольно-таки на S приседать. Так, ну да, тут темно, капец. Здесь нету фонарика, как в ремастере, поэтому здесь придется освещать все бластером, благо у него бесконечные патроны. Он стреляет прожектайлами. Так, вот первый секрет — гранаты. Не знаю, почему-то я считаю, что гранаты в Q1, ой, в Q2, они на самом деле фигня полная. Ну, типа, как бы гранаты именно как гранаты. Отдельное оружие, то есть ты там бросаешь его, кидаешь. Когда ГЛ получим, вот тогда будет уже будет прям так солидно, типа более-менее нормально. А кидать гранаты просто — это как-то не очень интересно. Вот. Так, где-то тут еще чел. Вот я вот там издалека вижу. Ой. Да. Вот эти бочки надо взрывать, потому что это тоже хороший такой повод. Кстати... Да.
Бочки тоже надо взрывать. Кстати, я забыл, у меня на какую кнопку забинден этот, получается, Quick Save. Кстати говоря, я его тут даже и не вижу. Значит, тогда я пока сохранюсь на отдельный сейв, потом уже посмотрю к концу серии. Ну, вот. Так, значит, вот здесь что-то есть, насколько я помню. А здесь есть секрет. Глушитель. Довольно бесполезный паверап, на самом деле. Здесь, в отличие от Quake первого паверапа, теперь они не являются перманентными, то есть они не включаются сразу же после подбирания, а их нужно включать через инвентарь. Ну вот, то есть, условно говоря, на скобочки нажимаем и вот меняем, как бы видите, иконка меняется. Ну и на Enter, соответственно, нажимаем. В ремастере, опять же, там сделали более удобно, там сделали так, что ты, типа, можешь открыть колесико на Q, вот, и, соответственно, включить паверап. Ну, это чисто консольная такая фигня, вот. Типа, у меня, конечно, к этому претензий никаких нету особо, вот. Ух ты, кстати, я что-то тебя не помню, дружочек. Когда я сюда заходил, тебя тут не было, вот. И дела. Вот. Да, тут снова какой-то проход в канализацию. И вот тоже второй паверап, адреналин. Боль... Да, что-то мне все равно по рации говорят. Более полезный, чем глушитель, потому что он как бы восполняет полностью здоровье и дает дополнительную 1 хп на всю игру. Вот. Да, тут какое-то обучение такое более-менее. Вот. Да, адреналин более полезный, чем сайленсер. Вот. Кайбокс. Что-то там должен самолетик летать. Да, самолетик летает. Ну, это я не знаю, это то ли наши ребята, то ли это строги. Да, это новые такие враги в этой части. Такие киборги. Киборги-убийцы. Интересные вообще враги, на самом деле. Хоть несмотря на то, что это прям дикий такой... Как это сказать? Очень сильно изменили сеттинг. То есть первая часть был там, я не знаю, Лавкрафт какой-то. Лавкрафт смешанный тоже с каким-то около Skyfire. Но Skyfire там было мало, потому что там Skyfire только базы... Первые уровни каждого эпизода, а здесь вот уже прям полноценный Skyfire. Причем такой Skyfire с боди-хоррором, потому что враги, они очень сильно прям такие... Знаешь, буквально сделаны из кусков наших товарищей, типа, как бы, да, это боди-хоррор. В 4-й части, кстати, боди-хоррора стало даже больше. Вот. Так, подожди-ка. Вот еще секрет. Так, еще гранаты, которые я пока использовать не буду. Вот. Такс. Кстати, новый враг. Он называется Ганнер или не Ганнер. А, нет, он называется Инфантри. Ну, это просто чисто строк, который стреляет из пулемета. К руке у него прибит пулемет. Прям как вот я недавно ностальгировал по 7-й финалке. Вот прям как у Баррета, нахуй. Вот. Кстати, интересно, Quake 2 выходила на PS1. Порт был у него там и на N64, на Nintendo 64, и на PS1. И вот PS1 порт я, кажется, играл первым. А вот эта ПК-шная версия, я ее проходил позднее, когда, ну, получается, в школе учился. Такие дела. Так, ладно, теперь второй уровень. В принципе, наши цели не меняются, хотя вот написано, что используй север туннели, чтобы прийти в коммуникационный центр. Да, тут уже целей 3 и 50 киллов. 2 секрета. Кстати говоря, сохранюсь. Так. Вот эти, кстати, посолиднее враги. Потому что они из автомата стреляют, хисканеры, а не вот эти вот, как бы, которые стреляют прожектайлами. Да, довольно такие
Противненькие говнюки. В углах заныканы еще к тому же. Так. Вот с вами надо разобраться. Вы там что-то меня... В меня пуляете, господа. Так, я думаю, все убиты. Так. Да, вот теперь точно все убиты. Так. Так, выходит инфантерия. Начинает из пулемета что-то тут месить. Ну, тоже, кстати, такая интересная штука, то что враги, они теперь могут после смерти какую-нибудь анимацию проиграть, которая типа будет вам наносить урон, вот как этот черт делает. Соответственно, надо сразу прятаться куда-нибудь. Вот. Что даже в хитбокс не попадаю. Так, хорошо загасили. Вот первая кнопка и автомат. Ну, автомат будет получше шотгана на самом деле. Хоть, конечно, у него есть одна вот такая вот фишка. А, хотя, кстати... Ну да, есть одна фишка. Когда из него стреляешь, у него лютая отдача. Прицел едет вверх. Вот. Ну, прям как в жизни, блядь. Если вы не трогали стволы, реально. Вот. Опять же, в ремастере эту отдачу пофиксили, из него теперь стрелять приятнее намного, хотя, я не знаю, для меня как-то это все одинаково. Вот, да. А просто тогда стрелять вот такими мелкими одиночными выстрелами, чтобы просто... Ну да, типа, прицел едет вверх. Стабилизации нету, я бы так сказал. Вот. Такс. Так, еще говнюки. Так, еще говнюк. Ну, кстати говоря, патронов дают много к автомату, поэтому я могу, в принципе, и поюзать его. Ну да, одиночными выстрелами вполне себе нормально. Так, вот там сервер как раз проход находится. Туда, конечно, пока не пойду. Кстати, бедного чела на шпику насадился как-то. Да, бедная спина. Так, ладно, короче, сейчас опять вернемся обратно. Потому что я что-то упустил. Я что-то упустил вот сюда. Вот я не зашел. Ну да, здесь чел. И паута. А, ну, кстати, говоря, здесь тоже монстр клозеты есть какие-то. Враги у меня за спиной появились. Такие дела. Да, это такие базы. Вот. Мне кажется, по рации будет вообще постоянно тараторить. Ну вот. Я, конечно, не против, но просто... Типа, меня-то наверняка не слышно. Типа, кто-то меня перебивает, получается. Ну вот. Да. Ну да ладно, ладно, тогда выходим на улицу. Да, пока секретов я что-то не вижу. Так, вот в этом коридоре было. Ага. Так, здесь их захерачили. Так. Ну, здесь вообще цель такая, то что вот нужно вот этот мост опустить, но мост опустить можно только отсюда. Я, конечно, не знаю. Ну да, там хрен прыгнешь, потому что мешает вот этот
барьер или как это назвать. Опора там такая есть. Так, ну вот снова канализация. Какой-то, кстати, жужжащий звук я слышу. Ага, секретик. Ну, и снова шотганчик, в принципе, неплохо. Marines, we're at 5% ground force operational status. Так, а ну-ка. Да, здесь больше что-то ничего не вижу. А, навалим отсюда. Вот. Нужно тут мостик опустить, соответственно, нам надо идти в канализацию. Вообще, кстати, интересная штука. Здесь немножко... Ну, я не сказал бы, что это интересно сделано. Просто дело в том, что secondary objective, я вот всегда думал, что это типа как логика в RPG, типа есть у нас основной квест и есть дополнительный квест, за который там может быть какую-то награду дадут и т.д. и т.п., да. Дело в том, что secondary objective это в основном больше условия для выполнения основного задания, причем обязательное условие. Ну вот. Поэтому нам в любом случае придется вниз прыгать. Вот. Ну, прыгаем. Да. Вот тебе и канализация. Computer updated. Recon established and confirm heavy fortification near enemy comm facility. Computer Ну, updated. кстати говоря, я что-то заметил, что у меня музыка не играет. Она, насколько я знаю, здесь в AGG формате. Да, что-то она не играет. Ну, в принципе, в следующем видео, опять же, пофикшу, посмотрю, как и с квиксейвом. Такс. Здесь секрет должен быть. Какой-то. Я не помню. Это тут должен быть секрет. Так. Да, здесь фиг что найдешь. Ладно, не будем утопать в этом, в этом говне. Пойдем дальше. Так, теперь задание просто locate communication center. Вот. Эти так вальяжно и ходят так. Так, первый тоже полноценный предмет, ребрифер. Да, в принципе, не знаю, я его не особо использую. Типа, намек на то, что надо много будет плавать. Вот. Я не знаю, в принципе, что тут такого-то. Сейчас можно посмотреть, конечно, что тут есть. Да, может быть, тут что-то есть. Ну да, там какой-то проход я вижу. Сейчас мы его посмотрим. Должен быть какой-то секрет, либо просто потаенный лаз какой-то. И found a secret area. Это даже не secret area. Это вход на секретный уровень. Да, это секретный уровень. Называется он Lost Station. Забытая база. Так, я сейчас сохранюсь на нем. Ну вот. Интересный уровень на самом деле. Потому что здесь есть трейн, который ходит зад-вперед. Весь уровень. О, кстати, прикольно. Из браши сделан такой типа, я не знаю, как это. Херня, которая держит эту коробку. Нравится мне этот уровень. Просто автор этого уровня, он делал, получается, Palace Unit. Ну, Palace Unit это дворцовый юнит, 9-й по счету. Ну, вот. Поэтому, да. Ну, мне дворцы в Quake 2 нравятся. Потому что, дворец точнее. Потому что, ну, уникально, как бы, типа... Сидишь такой, играешь, проходишь эти все базы, и бац тебе дворец, бля. Да. Так, access denied, door is open somewhere. Окей. Ну да, вот эта вот херобора, она останавливается по таймеру. И можно на нее сесть, но мы не будем. Вот.
Ну, конечно, тут нам теперь цель меняют на Locate a Powerful Weapon. На самом деле Locate Powerful Weapon здесь это просто тупо супер шотган. Вот. Но в целом, я думаю, это вполне оправданно сюда идти хотя бы ради раннего супер шотгана. Так, меня вынуждают садиться. Ну, сядем. Вот такой долгий, беззвучный, беззвучная поездка. Ой, дай-ка пройти мне. Сейчас был просто неприятный звук очень. Вот там новый говнюк. Собачки, которых я очень дико не люблю в оригинале. И, возможно, сейчас эта собачка, она ко мне зайдет сюда. Да, возможно, она сюда зайдет. Но я, конечно, не буду рисковать. Можно, кстати, еще искупаться здесь попробовать. Тоже новый враг здесь у нас появляется, а именно рыба. Причем рыба такая смешная, блин. Очень такая смешная, реально, рыба. Так, и у меня уже все куча патронов для этого. Так, убили. Убили. Так. Первая секретная зона в секретном уровне. Интересно. Машинган достаем снова. А, кстати, тут тоже инфайтинг у врагов есть. Это, в принципе, хорошо даже. Так, убиваем очень быстро собачку. Все, лабу убили. Ой. Ой, еще рыба. Господи. Да уж. Да, интересный уровень, на самом деле. Прям такой... Ой, блядь. Сейчас должен меня опустить вниз, потому что там тоже надо проверить. Это добро. Но он в итоге давит рыбу. Молодец. Лифт давит рыбу. Еще давит. Нет, конечно, это будет долго, поэтому лучше пойдем-ка мы обратно. Да, это будет долго. А это что за лифт? Ага, там красный кейкарт. Спуск вниз. Ага. Кстати, вот тут такой белый свет подозрительный. Ну вот. И, кстати говоря, да, я вспоминаю, что... Вот, ой, блин. Ой, народ, вы что, меня пугаете со спины, блин. Вот. Ой, еще народ. Так, все хорошо, убили. О. Убили. Ух, а тут целая орава. Так, хорошо, тоже вас загасили. Так, еще новый враг. Зовут Флайер. Такие просто маленькие летающие говнюки. Особо не скажу, что они прям такие опасные или как-то так. Так, спуск вниз. Тут прям можно вообще куда угодно пойти. Да. Я, конечно, вот здесь секрет не осмотрел. Но это не секрет, это просто ключ подобрали. Ну, нормально. Получается, первая цель выполнена. Так. Ой, блядь, я испугался. Да, тут такая ловушка, лазеры стреляющие у нас. Так, допускай меня.
Так, еще один адреналин. Интересно. Только у меня вот, конечно, вопрос. Я не буду нажимать лишние кнопки, но потом проверю, случаем он не меняется ли. Ну, как это сказать, не меняется, а типа у меня вот я уже подобрал адреналин на, получается, первом уровне. Вот. А типа у меня что, адреналин останется один же тоже, типа он не будет суммироваться. Тут просто такая интересная штука, что на харде и на Найтмаре здесь предметы типа они не стакаются. Ну точнее на Найтмаре только предметы не стакаются. Вот. Так, запилили. Такс. Ага, вот сюда надо применить ключи. И вот заветный шотган. Супер шотган. Цель выполнена. Ну, я бы, конечно, здесь бы еще бы секреты поискал бы, но, честно скажу, прям я не сказал бы, что я комплиционист какой-то там, типа на 100% игру прохожу, вот конкретно свою любимую игру. Вот. Типа, конечно, секретов реально вагон. Можно, думаю, воздержаться. Все равно мы и так получили пукалку получше, поэтому... Вот эти враги рукопашные дерутся. Да, шотганом... Ой, блять, это что я так? Какая-то очень странная коллизия. Вот теперь коллизии нет. Еще флайеры. Опа. Ну да, и зато теперь патроны будут теперь тратиться быстрее, потому что типа 2 патрона за выстрел. Ну вот. Ладно, поднимемся наверх тогда сейчас. Так, хорошо. Ой, это что сейчас было? Меня кто-то подзорвал. Или я сам себя подзорвал. Вот. А, ну вот ребрифер, он не стакается, получается. Адреналин состакался. Да. Так, чё? Ой, это мой самый... Ой-ой-ой. Умри, умри, умри. Да, теперь тут, конечно, как раз повод хороший юзануть адреналин. Так, где он у меня? Прикол. Ха, интересно. А что-то у меня его и нет. А, все, я понял немножко. Я немножко сказал хуйни на самом деле. Дело в том, что оказывается все-таки адреналин, он в оригинале не перманентный, он сразу используется. Да. Такие дела. Ну, придется аптечки искать, что поделаешь. Такс. Вот я сюда-то прыгал. Да, я сюда прыгал. Да, сюда я прыгал и это все использовал. Ладно, короче, тогда на выход. А враги дропают патроны. Кстати говоря, вот если ты так стоишь, может, у тебя что-то есть? Да не, нету. У меня карты некоторые из Q1 научили, что мигающий свет это тоже к секрету. Вот. Ну да ладно. Думаю, на этом моменте мы, пожалуй, закончим, потому что уже 30 минут. Так что вот. В следующей части продолжим тогда проходить эту базу. Вот, исследовать ее, искать этот коммуникационный центр. Так что всем пока-пока.